Всем привет, с вами Давилыч, и сегодня обзор на бытовую технику, которая не так часто встречается на моем обзоре, и на тот вид техники, который мы покупаем очень редко. Обычно такая техника служит там 5-10 лет, кому-то, если везет, то и больше. Сегодня на обзоре стиральная машина, и это машинка от компании Hotpoint Ariston. Погнали! У меня на канале вы уже видели обзор на стиральную машину от компании Candy, поэтому можете перейти его и посмотреть. Там она была очень компактная для квартиры-студии. Ну и в общем, на другой квартире мне понадобилась новая стиральная машина, и я задался выбором вообще, что же купить. Самым основным критерием, который вообще у меня был, это я хотел стиральную машину с дисплеем, чтобы можно было видеть остаточное время до конца стирки. И пообщавшись с людьми, у которых эта функция есть и нету, я пришел к тому выводу, что люди редко вообще пользуются. Да, показывает, там, допустим, осталось полчаса, классно. Но если не показывало, что полчаса, ну ничего страшного. Допустим, отстиралась у вас машинка, вы ушли там по своим делам, вернулись, все достали, развесили, все сохнет, все в порядке. Но, блин, с дисплеем все-таки машинка, вот согласитесь, она выглядит и симпатичнее, и все-таки это время, я не знаю, оно может быть где-то на подсознательном уровне, оно говорит то, что вот нужна такая функция. И к моменту выбора машинки я до сих пор не определился, допустим, какую стиральную машину брать. У стиральной машины Hotpoint Ariston мне нравится исполнение, мне нравится дизайн. То есть у них, у большинства машин вот в таком дизайне имеется большой, даже я считаю, огромный люк для загрузки белья. И это, я считаю, плюс. Внешний вид именно машинок от Hotpoint мне пришелся по душе больше всего. Также я вообще выбирал машинку недорогую. То есть сейчас для простой среднестатистической семьи я считаю, ну, там, объема 5 килограмм вполне достаточно для того, чтобы можно было стирать ежедневно, там, если это необходимо. В общем, комфортно жить и существовать со стиральной машиной. И поэтому я задался тем вопросом, что мне нужна была, во-первых, более-менее компактная стиральная машина, во-вторых, 5 килограмм мне хватало бы за глаза. Так вот, я смотрел машинки от 5 до 6 килограмм, и это самый популярный вес у стиральных машин, и там выбрать, ну, просто выбор просто огромный. Я смотрел на стиральные машинки компании Beko. У моей мамы такая машинка трудится довольно давно, и она ее всем устраивает. Более того, на стиральной машине компании Beko гарантия 2 года, на Hotpoint Ariston всего 1 год. Прошу это учитывать. От компании Beko мне понравилась там одна машинка с дисплеем. Она стоила подешевле, чем вот эта вот. И, в общем, я в такой вот прострации выбора стиральной машины находился, ну, наверное, неделю, может быть, 2. Я никак не мог решить, нужен мне этот дисплей, готов ли я за него переплачивать, а с дисплеем машинки будут дороже. И, в общем, та машинка, которую вы сейчас видите, не имеет дисплея, то здесь у нас полностью аналоговое управление, это у нас кнопки, это у нас такие вот крутилки, все просто и, как оказалось, симпатично и удобно. У машинок на 5 килограмм стандартная толщина именно вот это вот самой стиральной машины, то есть вот это расстояние, оно чаще всего встречается, это 35 сантиметров. Это очень компактно, это очень мало, это, я считаю, блин, это очень классно и удобно, особенно в наших ваннах, особенно в домах советской постройки. И это позволяет сэкономить, ну, какое-никакое, но пространство в ванной комнате. Вот. 5-килограммовые машинки 35 сантиметров, это удобно. Но опять же, почитав отзывы на разных сайтах и агрегаторах, то есть я понял то, что у компактных машин, которые 35 сантиметров, есть минус. Такие машинки очень часто вибрируют за счет того, что сама машинка небольшая и веса недостаточно для того, чтобы она стояла там строго, твердо, уверенно. Но это не было главным критерием, почему я выбрал именно эту машинку. Более того, отмечу, у компактных машин на 35 сантиметров глубиной, вот этот вот бак, глубина бака, она меньше, она уже. И за счет этого складывать белье, допустим, если вы много белья хотите за раз, то загрузить, это проблематично. То есть, ну, это неудобно, там придерживать, чтобы не выпало. Опять же, это такая мелочь, такой, ну, минимальный дискомфорт, к которому люди привыкают.
Причем это привыкание происходит незаметно, и дальше вы уже этого не замечаете абсолютно. Но моя стиральная машина глубиной максимальное вот это вот расстояние со всеми шлангами и прочими выступающими частями 43 сантиметра. Опять же, главным критерием, по которому я купил данную стиральную машину, это была цена. Здесь меня устроило все. То есть, несмотря на то, что здесь вместимость 5,5 килограмм, она уже идет потолще. Это уже 43 сантиметра. Бак, соответственно, поглубже. Управление здесь полностью аналоговые, это у нас крутилки. И та машинка, которую я рассматривал с вместимостью 5 килограмм, толщиной 35 сантиметров, она стоила уже гораздо дороже. В том магазине, где я купил, она стоила дороже, чем везде, на пару тысяч рублей. Поэтому я решил остановиться вот на этой модельке. Ну и чему я, собственно, несказанно рад. Ну что, друзья, как мы можем видеть, сейчас все современные стиральные машины, а также холодильники поставляются просто в пенопласте, и сверху вот так вот пленочкой все это дело закрыто. При получении внимательно посмотрите, все ли цело, все ли у вас в порядке, потому что через пленку, то есть легко можно что-либо повредить во время того, когда к вам техника будет, собственно, ехать. Осмотрели, посмотрели, все в порядке, можно принимать. То есть в моем случае есть вот такие вот небольшие коцки, но это все дело просто внешнее. То есть ручка целая, видно, что никаких замечаний здесь нет, все в порядке. В то же время, то есть до сих пор производители, ну, по крайней мере, может быть, это только те, которые производят в России, используют такие материалы, как, например, дерево. То есть вот здесь имеется вот такая вот деревянная планка. Ну, я не знаю, можно ли было обойтись без нее или нет. Итак, внешне все запечатано, все в порядке. Давайте посмотрим также на обратную сторону. То есть боковые можете посмотреть. Если есть у вас какой-то косяк на пленке, то обязательно посмотрите это место, потому что под ним может быть какой-то дефект. И, собственно, обратная сторона. Здесь вот есть непонятная вот такая вот дырочка, возможно, для вентиляции. Ну и также у нас деревяшка. И, собственно, все точно так же закрыто. Итак, давайте снова развернем все обратно и вскроем нашу стиральную машину. Для этого используйте обычный канцелярский нож. Аккуратно, не повредите саму стиральную машину. Все, внешнюю пленку мы убрали и, собственно, можем увидеть саму стиральную машину. Так, давайте продолжим все это дело у нас разбирать. Углы у нас, кстати, заклеены. Аккуратно, чтобы пенопластом у вас вся квартира не была усыпана. Все это дело снимаете. Ну и все. Сейчас можно уже увидеть во всей красе нашу стиральную машину. Так, что касается комплекта. Внутри у нас шланг для подключения холодной воды. Далее. И вот такой вот пакет с различной информацией внутри. Давайте смотреть, что же там у нас лежит. Бланк энергетической эффективности. Ну, я не знаю, зачем до сих пор они его кладут. Все это дело можно просто написать в инструкции. Вот такой вот вкладыш у нас запечатанный в пленочку от компании Calgon. Нам рекомендуют его использовать при стирке, чтобы наша машинка служила дольше. Далее смотрим, это у нас по установке инструкция, описание всех функций нашей стиральной машины на разных языках. Идем далее. Далее у нас есть вот такой вот вкладыш, я не знаю, что это, совочек. Да, он у нас, я так понимаю, вставляется. Далее у нас есть вот такая вставка с
высотой по миллиметрам. Тоже разберемся, что это такое. И гарантийный талон, скажем так, в виде вот такой вот книжки с наклейками стиральной машины, с рекомендациями и прочим. Все. То есть все это у нас дело влажное, несмотря на то, что это лежало в пакете, который был запаян, но он был со скобами. Вот. Это за счет того, что в машинке присутствует какая-то вода, влажность, за счет того, что машина проверена на заводе, и оттуда все это дело не выкачивают, и вы не получаете там абсолютно сухую стиральную машину. Все это сделано на заводе, и это нормально. Нормально, когда у вас есть вода в машинке, значит, проверено на герметичность, на все, то есть можно смело работать. Также сразу хочу отметить, у нас вот этот лоток для порошка, он у нас в какой-то смазке, и полностью вся сторона. Очень мне нравится, как открывается данный лоток для стирального порошка. Ну что, давайте установим ее и будем пробовать. Ну а теперь давайте разберем вообще внешний вид. Внешний вид, я вам скажу так, внешний вид необычный. Почему? Потому что у нас идет темная дверца, темный люк, большая вот такая вот ручка, все удобно открывается, все классно, большой вместительный барабан, то есть диаметр крупный, все влазит у нас, все в общем супер. Далее. Далее у нас под порошок вот такой вот идет отсек, он удобно открывается на себя. Мне это очень понравилось, что там ничего у вас не вылазит, не выпадает, все отлично. На самом лючке у нас указано 14 программ стирки, разделены на 3 группы ежедневно, специальная эко-стирка, датчик загрузки здесь имеется, автоочистка тоже есть, какие-то наклеечки, технология удаления пятен, вот такая вот наклейка ненужная. Дальше кнопка включения обычная, крутилка выбора программ, то есть все просто и удобно. Далее следующая крутилка, это у нас температура стирки. Далее у нас идет скорость отжима, то есть у нас отжимает машинка от 400 оборотов в минуту до 1000. Далее индикация по отсрочке времени. Режимы стирки, полоскание, отжим, конец стирки, блокировка. Имеются 4 кнопки, это супер стирка, легкая оглажка, быстрая стирка и отсрочка пуска. Ну и собственно кнопка запуска и паузы стирки. Все очень просто и, так скажем, суховато, но если вы будете смотреть на данную панель в интернет-магазинах, на фотографию, там выглядит все это как бы, ну, не очень хорошо, то есть не нравится. А в реале, то есть все это очень симпатично, то есть в общем в реальности все выглядит гораздо интереснее и симпатичнее. Так, идем далее. Вверх у нас панель, пластик. По бокам у нас имеется вот такой вот рисунок. Не знаю, для чего производитель вот это вот все делает. Здесь в ванной просто будет скапливаться пыль на всех вот этих вот местах. Давайте перейдем к задней стороне. И здесь у нас вот так вот аккуратненько уложен слив и кабель питания. Более того, прошу обратить внимание, что на данной стиральной машине имеются, как в принципе и на всех стиральных машинах, транспортировочные болты. Вот они, 4 штуки. Их нужно будет перед тем, как устанавливать стиральную машину в ванной, удалить, потому что они фиксируют барабан в нужном положении, чтобы при транспортировке его не растрясти, ничего внутри там не сломать. Также у нас кабель питания у нас обычный, в принципе, я думаю, стандартной длины. Ничего здесь такого нет. Имеется специальное отверстие под этот кабель транспортировочное. В общем, чего-то здесь особенного нет. Друзья, я сейчас нахожусь порядка метра, чуть больше от стиральной машины. В данный момент она стирает, и, как считаю я, она издает очень мало шума. То есть в моем случае она находится в ванной комнате. Если я буду находиться в другой комнате и закрою дверь, то я ее не услышу. Когда идет процесс отжимания белья,
Там, конечно же, звук уже другой. Сейчас мы его услышим. Я сразу же сделал 1000 оборотов, поэтому мы услышим максимальную громкость на максимальной скорости отжима в 1000 оборотов в минуту. Ну а сейчас на несколько секунд предлагаю послушать громкость стиральной машины во время стирки. Совсем тихо работает стиральная машина. Машинка не спеша разгоняется, то увеличивая, то уменьшая обороты. Не скажу, что машинка работает громко, но и не тихо. То есть, если вы будете находиться в одной комнате, то я вам точно говорю, вы уснуть не сможете. Или сразу же проснетесь. Ну а если машинка будет находиться где-то у вас в закрытой комнате, например, в ванной, вы будете находиться через комнату, то я думаю, проблем по звуку, по тишине она вам не доставит. И ее будет слегка слышно из комнаты. Ну что, друзья, давайте подводить итоги. Я ей пользуюсь уже где-то полгода, и она меня прям вот очень устраивает. Прям вот очень. Ну давайте с плюсов. Она во время стирки стирает не шумно. Отжимает она, да, шумновато, я думаю, но, блин, если у вас, допустим, она находится в ванной комнате, и вы закрыли дверь, то, в принципе, это тоже какие-то особо сильных негативных эмоций у вас не вызовет. То есть, да, она будет шуметь во время отжима, но с этим никаких проблем нет. Во время отжима она никуда не прыгает, она стыкает, летая и все. То есть, сверху я, допустим, кладу там, например, всякие там зубные пасты, еще что-то. Это у меня ни разу не упало со стиральной машины. А это значит, что она стоит ровно, и во время даже каких-то сильных вибраций во время отжима ничего с нее не падает, и она каких-то особых движений не производит. Этому я очень рад, и этому я очень доволен. Конечно же, самое главное выставить ее ровно по уровню, чтобы все у вас было, блин, ну прямо как вот положено. По стирке с порошками все, в принципе, отстирывается хорошо, порошок хорошо вымывается, с этим у меня тоже тут придраться не к чему. Какие-то отбеливатели я ничего это не использовал, не заливал, а сейчас я вообще использую жидкий порошок, который налил в стаканчик, вместе со стаканчиком закинул в стиралку, закинул белье, и все отстиралось отлично. Из минусов есть, наверное, один, который кому-то понравится, кому-то нет. То есть для кого-то существенный, для кого-то нет. Это звуковой сигнал после окончания стирки. Здесь его нет. То есть машина не издает никакой звук после окончания стирки. То есть вы просто не узнаете, допустим, машина закончила стирать или нет по звуку. То есть все это по индикации обозначается. Ну и, собственно, когда, допустим, машинка сколько-то постояла после окончания стирки, она сама отключается. И уже, то есть там включить ее нужно будет снова нажать кнопку питания, снова нажать кнопку пуск. В общем, все очень просто и понятно. И поэтому, друзья, вот данную машинку я смело рекомендую к покупке. Она не занимает много места. Она хорошо отстирывает, не шумная, ничего. В общем, я очень доволен покупкой. Но на этом, друзья, все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, вступайте в группу ВКонтакте. И до новых встреч. Пока-пока. Кстати, данную машинку я купил в интернет-магазине Online Trade. Ссылка будет под этим видео. Поэтому заходите, смотрите, сравнивайте и покупайте.